В сухой, выжженной солнцем земле Северной Кении археологи сделали находку, которая буквально пробила дыру в хронологии человеческой истории. Вдоль древнего русла реки были разбросаны каменные орудия. Острые, тщательно изготовленные и явно созданные разумными руками. В чем же шок? Эти орудия были датированы возрастом более 3,3 миллиона лет. Это как минимум на 700 тысяч лет старше самых ранних известных окаменелостей рода Homo, а значит, эти орудия были созданы еще до появления того, что мы вообще определяем как человека. Эта единственная находка, опубликованная в 2015 году, произвела фурор в антропологии. Она показала, что наши предки, а возможно и параллельная ветвь разумных приматов, уже научились использовать орудия почти на миллион лет раньше, чем кто-либо предполагал. Более того, это были не просто простые отщепы. Это были ядра, наковальни и молотковые камни, признаки многократного, целенаправленного изготовления орудий. Это поднимает неудобный вопрос: кто их сделал? Если не Homo habilis, то, возможно, еще более древний предок, например, Australopithecus afarensis, тот же вид, к которому принадлежала знаменитая Люси. Но самое интересное, возможно, эти орудия не были уникальными. Они могут свидетельствовать о более долгом, скрытом доисторическом наследии, которое мы только начинаем раскрывать. Затем произошло нечто страннее. Найден второй, еще более древний участок. В отдаленном районе Северной Танзании, под вулканическим пеплом, археологи нашли то, чего не должно было быть. Костяные орудия, сделанные руками, похожими на человеческие, из эпохи 1,5 миллиона лет назад. Это были не случайные поломки. Эти кости обработаны и использовались как копательные инструменты. Некоторые даже были повторно заточены. Поведение, указывающее на разум и планирование. А вот и самое поразительное. Они были созданы задолго до появления Homo sapiens и, вероятно, даже не Homo erectus. Вместо этого их могли изготовить вымершие родственники – Paranthropus boisei, вид, который ранее считался простыми, грубыми растительноядными существами. Но эти орудия рассказывают другую историю. Они показывают, что у Paranthropus, возможно, было гораздо больше когнитивных способностей, чем мы когда-либо предполагали. Что еще важнее, это поднимает тревожную возможность. Изготовление орудий вовсе не было изобретением человека. Возможно, оно возникало независимо несколько раз на разных ветвях нашего эволюционного древа, а затем мы нашли останки кого-то или чего-то, что, казалось, не вписывается ни в одно дерево. На месте захоронения, расположенном в Андах Колумбии, исследователи обнаружили человеческие останки, которые не поддавались классификации. На первый взгляд эти скелеты выглядели как у любых других доколумбовых жителей Анд. Но когда ДНК была извлечена и секвенирована, результаты потрясли генетические основы истории Америки. Эти древние люди, жившие более 5000 лет назад, не имели известного родства ни с одной современной группой коренных американцев. Они не были связаны ни с североамериканскими, ни с южноамериканскими линиями и не происходили из Азии, что обычно объясняет миграцию людей в Америку. Вместо этого их гены указывали на давно утраченную популяцию, которая, по-видимому, исчезла бесследно. Никакой культуры, никаких потомков и никакой явной связи с известными миграционными событиями в Америку. Это вызывает тревожные вопросы. Неужели в Америку проникали многочисленные неизвестные миграции задолго до принятой хронологии? Кем были эти загадочные люди и что с ними случилось? Но эти кости были не единственным, что указывало на прошлое, которое мы едва понимаем. Дальнейшие открытия скрывались под песками пустыни, под чем-то гораздо более известным. Великий сфинкс в Гизе возвышается над египетской пустыней уже тысячи лет, или, по крайней мере, так мы думали. Однако недавний геологический анализ ставит под сомнение всю эту хронологию. Когда ученые изучили следы эрозии у основания сфинкса, они обнаружили признаки сильного водного воздействия, не от ветра или песка, а от продолжительных дождей. А вот и поворот. Такой уровень осадков не выпадал в Гизе уже более 9000 лет. Это бы поместило сфинкса во времена до фараонов, до пирамид и, возможно, даже до появления известной египетской цивилизации. Если это правда, то сфинкс был построен не египтянами. Они унаследовали его. Эта теория, все еще вызывающая споры, но набирающая популярность, может означать, что в долине Нила когда-то существовала затерянная цивилизация, предшествовавшая Египту. Что еще более загадочно, сейсмические сканирования под сфинксом выявили полую камеру под его лапами, которая до сих пор официально не была раскопана. Что же скрывается под самой известной статуей в мире? Что бы это ни было, это не единственное древнее сооружение, ставящее археологов в тупик, особенно после того, как они начали замечать огромные, идеально круглые образования в пустыне.
По пустыням Иордании и Сирии разбросаны огромные каменные кольца, некоторые из которых превышают 370 метров в диаметре, идеально ровные, но совершенно загадочные. Эти сооружения, известные местным жителям на протяжении веков, почти полностью оставались без внимания науки, пока спутниковые снимки не вывели их на первый план. Это не погребальные курганы, это не здания, и они не случайны. Всего было обнаружено более десятка таких больших кругов, каждый из которых состоит из низких каменных стен высотой всего в несколько футов, но выложен с такой точностью, в которую трудно поверить без современных инструментов. Определить возраст этих кругов оказалось сложно. Некоторым из них может быть до 10 тысяч лет, что делает их потенциально старше Стоунхенджа и даже Гёбекли-Тепе. Но зачем и как они были построены, до сих пор совершенно неизвестно. Никаких надписей, никаких инструментов, только идеальная геометрия посреди пустыни. Но один круглый объект отличался от остальных, потому что в отличие от других, у него были стены, колонны и своя история, которая началась задолго до появления письменности. В холмах юго-восточной Турции археологи обнаружили место, которое перевернуло представление о человеческой цивилизации – Гёбекли-Тепе. Сначала они думали, что это просто скопление камней, но когда начали копать глубже, поняли, что это древний храмовый комплекс с массивными каменными столбами, расположенными по кругу, каждый из которых был покрыт загадочными символами, изображениями животных и геометрическими узорами. Возраст этого места оценили примерно в 11 тысяч лет, что делает его вдвое старше пирамид и древнее Стоунхенджа. А настоящий шок – эта структура была построена охотниками-собирателями, а не организованными аграрными обществами. До этого открытия традиционная история утверждала, что цивилизация возникла только после появления земледелия. Гёбекли-Тепе доказал, что все могло быть наоборот. А среди резных изображений исследователи заметили узоры, указывающие на наличие лунно-солнечного календаря, возможно, первого в истории человечества организованного понимания времени и сезонов. Но одна загадка осталась нерешенной. Почему это место было намеренно засыпано около 8000 года до нашей эры? Какова бы ни была причина, оно оставалось скрытым тысячелетиями, пока другая цивилизация не оставила свое послание высоко в небе Перу. Высоко над пустыней Наска в Перу по ландшафту тянутся странные фигуры, некоторые из которых достигают сотен футов в длину и видны только с воздуха. Это линии Наска – огромные геоглифы, вырезанные на земле, образующие изображения колибри, пауков, обезьян и порой странных гуманоидных фигур. Десятилетиями никто не знал, как они были созданы и зачем. Но недавно с помощью дронов и инструментов искусственного интеллекта для сканирования исследователи обнаружили более 100 новых фигур, многие из которых ранее никогда не видели. Среди них касатка, двухголовая змея и нечто, тревожно напоминающее гуманоида с выпуклой головой и огромными глазами. Эти новые открытия были не просто для красоты. Возможно, они служили ритуальными метками, связанными с источниками воды, или были частью астрономических расчетов. Но их точность и тот факт, что некоторые фигуры не были видны с Земли, вызывают новые вопросы. Как общество, не обладавшее известной воздушной перспективой, смогло создать такие совершенные изображения? И как только мы подумали, что уже изучили древние цивилизации Америки, новое открытие показало, что у Наска были не единственные преимущества. В течение веков история звучала так. Кристофор Колумб открыл Америку в 1492 году. Но на далеком севере Ньюфаундленда, Канада, нечто тихо разрушило этот рассказ – Ланс О Медоуз. Этот памятник содержит остатки норвежских построек примерно 1000 года, почти за 500 лет до того, как Колумб отправился в плавание. Доказательства неоспоримы. Железные гвозди, дерновые стены и очаги для готовки – все это соответствует викингским постройкам, найденным в Гренландии и Исландии. Еще более убедительно то, что в 2021 году исследователи с помощью анализа годичных колец деревьев определили точный момент, когда норманны рубили лес на этом месте, ровно в 1020 году нашей эры. Это подтверждает, что викинги достигли и заселили часть Северной Америки, пусть даже и ненадолго. До сих пор неизвестно, как далеко они зашли, как долго оставались и были ли у них контакты с коренными народами. Но идея о затерянных цивилизациях в Америке на этом не заканчивается, ведь в одном из самых отдаленных уголков Земли джунгли начали раскрывать скрытый город. На протяжении веков исследователи считали Амазонию зеленой пустыней, слишком дикой и бесплодной, чтобы поддерживать цивилизацию. Но благодаря современному сканированию с помощью лидар теперь мы знаем, что это совсем не так.
Скрытые под густым пологом тропического леса, археологи обнаружили огромные сети древних городов с дорогами, каналами и даже пирамидами. Некоторые из этих поселений, найденных в Боливии, Бразилии и Колумбии, по-видимому, существуют уже более 2000 лет. Одно из самых поразительных открытий было сделано в 2022 году. Это место с приподнятыми дамбами и круговой планировкой городов, что говорит о том, что когда-то здесь процветали спланированные города, где сегодня стоят лишь джунгли. Это меняет все. Амазония была не просто домом для разрозненных племен. Когда-то это был процветающий ландшафт организованных, сложных обществ, возможно, с населением в миллионы человек. Большинство их построек было из земли и дерева, поэтому после того, как европейские болезни и завоевания уничтожили их, осталось мало следов. Однако некоторые руины было не так уж сложно найти, особенно те, что находятся на дне океана. Прямо у побережья индийского региона Гуджарат лежит Дварка, город-легенда в индуистской мифологии. Но когда морские археологи начали проводить сонарные исследования в начале 2000-х годов, они обнаружили, что под водой находятся каменные сооружения, расположенные в линейных узорах, напоминающих дороги, стены и фундаменты. Некоторые исследователи считают, что это может быть легендарный древний город Дварка, который, согласно текстам, был поглощен морем тысячи лет назад. То, что делает это больше, чем миф, находки созданных человеком артефактов, включая керамику и инструменты с подводных участков. Радиоуглеродный анализ показывает, что некоторые из этих руин могут быть старше 9000 лет, что, если подтвердится, сделает их одними из самых древних известных городов Земли. Хотя среди ученых ведутся споры, доказательства достаточно убедительны, чтобы правительство Индии объявило это место национальным памятником наследия. Так что если когда-то города процветали под океаном, что еще ждет своего открытия? Один древний текст может содержать ключ не к городу, а к несметным сокровищам. В 1952 году, глубоко внутри пещеры возле Кумрана на западном берегу, археологи обнаружили свиток Мертвого моря, не похожий ни на один другой. В отличие от хрупких пергаментных свитков, найденных поблизости, этот был целиком медный с выгравированным на нем еврейским текстом, в котором перечислялось более 60 мест и инвентарь огромных сокровищ. Золото, серебро, драгоценные сосуды и даже священнические артефакты. Сначала многие считали, что это символично, но последующие исследования показали, что язык свитка конкретен и буквален. В нем даже указаны веса и направления. Если это правда, сокровища, которые он описывает, могут стоить миллиарды. Некоторые считают, что это могут быть тайные останки второго храма в Иерусалиме, спрятанные перед римским разрушением в 69 году на нашей эры. Несмотря на десятилетия поисков, ни одно из сокровищ официально не найдено. Однако несколько раскопок, в том числе финансируемых частным образом, утверждают, что им удалось сопоставить части описаний свитка с местностью. Если это правда, речь идет не только о сокровищах. Речь идет о переписывании религиозных, политических и исторических нарративов Древнего Ближнего Востока. И пока это сокровище остается неуловимым, еще одна загадка начала открываться в месте, где никто не ожидал – под водами Средиземного моря. В 1900 году ловцы губок у побережья греческого острова Антикитера наткнулись на кораблекрушение времен Римской империи. Вместе со статуями и монетами они подняли на поверхность то, что выглядело как кусок корродированной бронзы и дерева. Десятилетиями на него не обращали внимания, пока рентгеновские снимки не обнаружили внутри нечто невозможное – сложную систему шестеренок, ныне известную как механизм Антикитера. Это устройство – механический компьютер, созданный около 2000 лет назад, который мог отслеживать солнечные и лунные циклы, затмения, а возможно даже время проведения Олимпийских игр. В нем было как минимум 37 бронзовых шестеренок и уровень точности, сопоставимый с часами 17 века. А вот что по-настоящему удивительно, ничего подобного не появлялось снова более 1000 лет. Это вызывает огромные вопросы. Кто его создал? Как они получили такие астрономические и инженерные знания? И сколько еще древних технологий было утеряно со временем? Но прошлое не всегда скрыто в тайне. Иногда оно прячется у нас на виду, прямо под землей, по которой мы ходим. В отдаленных пустынях Саудовской Аравии археологи с помощью аэрофотосъемки сделали поразительное открытие. Тысячи каменных сооружений, некоторые из которых имеют форму ворот, другие – треугольников или замочных скважин, разбросаны по всему ландшафту.
Самые загадочные из них называются мустатилями. Это длинные прямоугольные каменные ограждения, протяженностью более 180 метров. Их возраст превышает 7000 лет, и это одни из самых древних крупных сооружений, найденных на Аравийском полуострове. Их назначение все еще не ясно. Некоторые, по-видимому, использовались для ритуальных жертвоприношений животных, а другие могли служить территориальными метками или процессуальными маршрутами. Потрясает воображение их масштаб. Построенные в эпоху, когда люди, как считается, только переходили к земледелию, эти сооружения свидетельствуют о скоординированности, планировании труда и даже архитектурном замысле. Возможно, они не так известны, как Стоунхендж или пирамиды, но они старше и того, и другого и заставляют пересмотреть представление о том, как ранние организованные общества возникали в суровых засушливых условиях. А затем возник вопрос, которого никто не мог избежать. Сколько еще забытых цивилизаций может существовать где-то там, стертых временем или вновь появляющихся из-под льда? В Сибири археологи обнаружили останки лагеря охотников-собирателей, которому более 30 тысяч лет, из времени, когда, как считалось, люди существовали лишь небольшими, разрозненными группами. Но на этом месте возле реки Яна было найдено нечто поразительное. Постоянные сооружения, продвинутые орудия труда и останки мамонтов, использовавшихся в пищу, для изготовления инструментов и даже в строительстве. Анализ ДНК обитателей этого поселения выявил ранее неизвестную генетическую группу, которая внесла вклад как в генофонд современных коренных американцев, так и восточных азиатов. Эти люди, которых теперь называют древними северными сибиряками, сумели приспособиться к самым суровым климатическим условиям на Земле во времена ледникового периода. Но что еще более удивительно, некоторые из их культурных орудий встречаются в археологических слоях Аляски и Канады, что говорит о том, что задолго до миграции по Берингийскому перешейку существовала более ранняя, забытая волна исследований, люди, которые могли достичь Америки за десятки тысяч лет до ранее принятых сроков. И как только нам кажется, что мы подошли к границе человеческой истории, рассказ возвращается к самому вопросу, с которого все началось. Что еще мы упустили? По мере того, как каждое из этих открытий продолжает раскрываться, становится тревожно ясно. Наша официальная хронология истории очень хрупка. То, что мы считали неоспоримыми фактами о том, кто построил первые города, кто изобрел орудия труда и кто первым достиг новых земель, постоянно опровергается новыми доказательствами, извлеченными из земли, моря и даже древнего льда. Правда в том, что историю пишут не только победители. Ее пишут те, чьи следы сохранились. И большая часть истории человечества может быть зарыта так глубоко, затоплена так далеко или стерта настолько тщательно, что мы лишь слегка прикасаемся к тому, что было раньше. Но с появлением новых технологий, таких как лидар, генетический анализ и подводное картографирование, прошлое начинает всплывать вновь. И это совсем не то прошлое, которого мы ожидали. Теперь вопрос в том, будем ли мы готовы принять значение следующего крупного открытия, когда оно произойдет.